Всем привет! Всем привет! Продолжаю показывать, как расцветает мой южный сад. В прошлом ролике начала уже расцветать глициния. Прошло 4 дня, посмотрите, как она красиво распустилась. Глициния, конечно, еще тот агрессор в саду, и удивляюсь, как англичане умудряются ее так аккуратно пускать на здание. Она просто захватывает все территории, которые рядом, заборы, шпалеры. Вот с одной стороны я ее ненавижу, а с другой стороны я ее просто обожаю. Вот такое интересное растение. Друзья, вот у кого в саду растут японские бересклеты? Вы помните, как они печально выглядели после этой зимы? Вот хочу вам показать, как на сегодняшний день выглядит бересклет. Недалеко от глицинии, вот в этой зоне у меня как раз растет японский бересклет. Сейчас покажу вам, как он выглядит. Смотрите, листья прошлогодние, вот, которые обгорели на солнце, он сбросил. И весь покрылся уже новыми молодыми листиками. Листики очень яркие. Вот такое ощущение, что и не было вот этих обожженных, некрасивых листьев. Очень яркий, нарядный кустарник. У меня в саду много бересклетов, они вечно зеленые. Вот они, к сожалению, иногда подгорают от зимнего солнца. Друзья, бересклет прекрасно черенкуется, японский бересклет. Я уже в одном из видео говорила, что вот этот кустик я вырастила сама из черенка. Вот только в этом году, первый год, он набрал такой яркий, красивый лимонный оттенок. К сожалению, я не знаю, как точно называется этот сорт. Он больше напоминает вот Эмеральд Гаета, только у него желтая вариегатность. По всему саду у меня растут вот такие аквилегии. Они сами переопыляются, сами всходят. И вот так интересно, один год они фиолетового цвета, один год они как-то выходят нежно-розовые. Вот в этом году цвет такой, как говорят, старой розы. Такой розовый, махровый. Вообще вот это обычная, не сортовая аквилегия. Но мне так нравится, что она вообще растет, в принципе, как сорняк. Где она мне мешает, я ее убираю, а где-то она создает такой вот цветочный колорит. Друзья, в саду растет 4 сорта шалфея. Мне очень нравится это растение. Плюсы: оно вечно зеленое, зимой оно такое же нарядное, и даже в минус 20, в принципе, лист свой шалфей не потерял. Сейчас вот весной набрал цвет, набрал сок, стал такой нарядный. Вот этот зеленый шалфей, после зимы я его взяла, листики немножечко подгорели, и я его вот так коротко-коротко срезала, поэтому он один из первых выгнал свои соцветия. Что вам хочу сказать, шалфей — это очень быстрорастущее растение. С маленькой-маленькой веточки за сезон вырастает большущая розетка. Поэтому, в принципе, на шалфее можно сэкономить, не покупая сразу какие-то огромные плантации. Вы его, в принципе, достаточно быстро разведете сами. Запах, вот сейчас с вами разговариваю, потерла листики, запах стоит просто великолепный. А вот перед вами шалфей с сиреневой вариегатностью, у него оливково-сиреневатый листик, очень красивый. В одном из прошлых роликов я рассказывала, что я его посадила вот такой манюсенькой веточкой в прошлом году. И из этой веточки вот огромная уже такая розетка, я уже отсаживала. Вот он изменил уже немножечко свой цвет, он сейчас весь так оброс массивно. И листик стал у него оливково-фиолетовый. Это очень красивое сочетание, очень красивое. Вот соцветие он еще не выгнал, но я вот предполагаю, что уже совсем скоро он выгонит соцветие. Это будет такая просто лужайка таких красивых синих цветов. Ребята, пока уже сюда залезла, сразу покажу вам. Лагерстремии мои перезимовали. Вот я переписывалась с подписчиками, которые тоже посадили лагерстремии. Отпишитесь, как ваши перенесли эту зиму. Вот моя, в принципе, даже не корневой порослью, моя начала от ствола выгонять вот уже хорошие веточки. Но я пока не обстригаю, хочу посмотреть, может быть, где-то выше почки еще поднимутся. Потом все сухие веточки я срежу. Вот это лагерстремия с зеленым листом.
Также у меня есть карликовая лагерстремия, которая не будет выше 50-60 сантиметров, она уже цвела. У нее красно-зеленый листик, очень красивый. Она тоже проснулась и тоже на стволе снизу. Вот здесь у меня растет карликовая лагерстремия, индийская сирень. И вот она тоже выпустила почечку. Смотрите, как интересно смотрится вот вокруг такой почвопокровный коврик из очатков. Вот он сейчас, конечно, на пике своей декоративности. Очень хорошо мульчирует, кстати, почву, потому что корешочки, как ниточки, они не глубокие, поэтому сильно он ничего не вытягивает, но очень хорошо сохраняет влагу. Вот здесь я очень рада, что на ней вот уже две большие хорошие почки. Рядом с ней у меня растет опунция, кактус, который зимующий. Уже, в принципе, это не диковинка, многие выращивают, в разных регионах он зимует. Вот хочу вам показать, сколько на нем бутонов. Вот это все, это бутоны. Он цветет ярко-желтыми красивыми цветами, такими чашевидной формы, поэтому покажу вам, конечно же, цветение. В этом году вот впервые у меня вызрели на нем еще и плоды. Такие бордового цвета, круглые, бочковидные, такие интересные. Дочка старшая даже пробовала на вкус, потому что опунция съедобный кактус. Но сказала, как скользкий жидкий виноград. Вот так вот он разрастается. Он, конечно, агрессор. Он у меня весь обложен уже камнями. Вот каждая веточка лежит уже на камне, потому что она просто падает и прирастает. Он просто настолько захапывает территорию. Вот если его выращиваете, то имейте это в виду, что он просто агрессор. В прошлом ролике я вам показывала сосну, которую я выиграла на Новый год. Вот я ее уже посадила. Это Карстенс Винтерголд на штамбе. Штамп у нее, я, честно говоря, даже не замерила, но, наверное, около 60 сантиметров, я так думаю. Вот она такая интересная. Здесь будет такой вот маленький шарик. Высоты у нее уже особенной не будет, она будет нарастать просто вверх, такой грибочек на ножке будет. Друзья, вот распустился мой пион, который был подписан уже как снежный лотос, который я в ролике показывала. Но вот я вам хочу показать его серединку, он уже закрылся. Вот я смотрела в интернете, снежный лотос, у него темно-сливовая, не знаю, фиолетовая серединка, сердцевинка. Этот абсолютно белый. Я расстроилась очень сильно, не знаю, посмотрим, может быть, конечно, из-за того, что первый раз он на прививке, но я думаю, он уже таким и будет, увеличится только размер цветка. Ну вот что я вам хочу сказать, не покупайте нецветущие пионы, не берите эти пионы в коробках, в общем, я разочаровалась. Оставлю, что делать, посмотрим, как он будет дальше себя вести. Сейчас он чуть-чуть подцветет, и я его срежу. Не дам завязываться с семенной коробочки. Расцвел прострел, я думала, он уже не будет цвести. В этом году его посадила, а он вот выгоняет новые соцветия, такие мохнатенькие, интересненькие. Посадила я его под утреннее солнце и после обеда полутень. Вот, друзья, раскрылась, расцвела азалия розели. Вот такой насыщенный фуксиевый цвет, такие вот довольно крупные соцветия. Вот красивая, и вот уже совершенно на днях расцветет моя азалия панда. Начала ролик с папоротников, вот посмотрите, какие они красивые. Вот у меня самый обычный папоротник, который у меня тут уже сам размножается, я его отсаживаю. Какие красивые листья. Это у меня теневой сад, поэтому здесь вот ему прекрасно, он себя здесь великолепно чувствует, не подгорает. Вот планирую еще завести другие сорта. Папоротники очень люблю. Сейчас покажу вам еще два сорта шалфея, которые тоже сейчас вот на пике своей декоративности, в ожидании цветения. Вот такая зелено-желтая вариегатность и вот такая зелено-белая, какая-то розоватая, очень красивые. Вот они сейчас очень хорошо обросли, я их подкормила фертикой. Вот будем ждать бутонов. Друзья, в одном из роликов еще без листа показывала, что у меня растет мушмула, которая
вымерзла немножечко в первый год посадки, потом мы ее срезали, и вот она выгнала несколько веточек, и я еще не знала, будут они вообще цвести или это подвой был. Но вот что вам хочу сказать, она вся на бутонах, первый раз она заложила бутоны. Вот такие большие у нее интересные бутончики. Она не цвела, вот мне очень интересно, завяжет она плоды в этом году, не завяжет. В общем, будем за ней наблюдать. Вот такая вот красавица, может порадует нас уже ягодкой. Одно из моих любимых растений в саду – это барбарис. Огромная колористическая палитра. Ну вот в прошлом году я посадила очень интересный сорт, это барбарис юлиан. Это вечно зеленый барбарис. Хочу вам показать, вот сейчас пик, наверное, вот какой-то декоративности, потому что он выгнал очень много листьев. Он действительно вел себя великолепно, никаких особых там ему каких-то подкормок, поливов, ничего не было. Он довольно засухоустойчив. Колючки, конечно, у него очень такие большие, острые, но сам по себе красавец. Но вообще вот в природной форме может вырасти и 3 на 3 метра, но я буду свой, конечно, сдерживать, буду его формировать таким шариком. Интересное растение, осенью листья были ярко-красные многие, но вот, кстати, те листья, которые были ярко-красные, вот они все отсыпались. И вот он выгнал такие зеленые, яркие, узенькие, очень интересные листики. В прошлом году посадила такой нашумевший в прошлом сезоне сорт барбариса Наташа. Наташа – это карликовый небольшой барбарис. Около метра будет высота, ну так 1,5 на 1,5, ну примерно будет. Вот смотрите, наблюдаю за ним. Мне нравится яркий, зелено-розовый, вот он весь цветет сейчас. Вот этот барбарис меняет цвет несколько раз за сезон. Вот начинаем смотреть, вот первый его цвет получается ярко-зеленый с ярко-красными такими стебельками. У него каждый листик, черешок ярко-красный, потом он будет розоветь. Сегодня 7 мая, и я обратила внимание, что у меня проснулись ленкоранские акации. Я очень рада, проснулась вот моя довольно редкая ленкоранская акация, сорт «Летний шоколад». Она имеет темно-сливовый лист, и вот она вся на почке. Зимовала она первую зиму, и зима была, конечно, жестокая. Но ленкоранская акация великолепно перенесла ее. Вот ждем листики. В прошлом году посадила бамбук, карликовый бамбук 2 сортов. Вот зеленый, прекрасно перезимовал. Здесь зона у нас не укрытая ни от ветра, ни от мороза. Накрывала просто пустым ведром его, когда было очень-очень холодно, чтобы его снегом не заломало. Вот он начал очень активно обрастать. Красивый такой, интересный. Вот не знаю, пока здесь оставлю, либо пересажу его, потому что будет очень большая, я так предполагаю, розетка. И хочу вам показать, вот здесь вот у меня второй сорт, тоже карликовый бамбук с такой варигатностью. Видите, у него белая полоска на листе, очень интересная. Вот он подмерз. Я не знаю, он даже может быть немножечко и прикрытие, но все равно, видимо, из-за того, что варигатный. Но я очень рада, что он вот в принципе все равно живой, то есть он не вымерз. А вот, друзья, посмотрите, вот такой у меня веселый мохнатик. Это лиственница японская Диана, штамбовая лиственница. Посадила ее в прошлом году как эксперимент. На юге они плохо растут, подгорают на солнце, но выбрала полутеневую такую зону. Вот будем наблюдать, сможет она у нас вырасти, не сможет. У нее очень такие кучерявые ветки, и даже иголочки у нее все кучерявые. Я рассказывала уже, что в саду растет 4 сорта жимолости. Вот смотрите, как интересно начинает распускаться жимолость. По-моему, это жимолость Брауна, если я не ошибаюсь. Но я ее не покупала как сортовую, я ее брала у знакомых. Она цветет оранжевыми цветами. Вот у нее такое очень интересное соцветие. Вот лепесток, который около цветка, вот так интересно выглядит.
Ребята, одна волна цветения в саду сменяется другой. Вот сегодня обратила внимание, что все мои вьющиеся розы, все на бутонах. Скоро будет волна цветения роз, это так красиво они наполняют, дают саду цвета, аромата. Вот скоро будем наслаждаться розами. Расцветет жимолость, я думаю, она пойдет на смену цветению глицинии. Май такой месяц, в котором уже какое-то ощущение вот заканчивающейся весны, и вот мы уже входим в лето. И хочу вам сказать, что вот бывают такие моменты, когда какие-то деревья, какие-то кустарники, имеющие яркие листья колористические, они вам будут составлять такую фактуру сада. И они будут очень достойно подчеркивать и цветение, и в принципе его отсутствие. Сад будет все равно нарядный и очень красивый. Вот сейчас с вами разговариваю, любуюсь, конечно, глицинией, как она красиво смотрится. Но вот сзади, обратите внимание, как красиво большим таким вот бордовым пятном уже смотрится лещина Red Majestic. Она уже в принципе входит в размер, лист увеличивается и дает нам вот такой вот интересный, фактурный такой объект в саду. Пусть ваши сады вас радуют и приносят вам огромное удовольствие. Всем пока, увидимся в следующем видео.